Ожидать пополнения в семье нового человека, ну что может быть прекраснее этого? Разговоры по поводу имени, волнительные походы по магазинам, где нужно приобрести кучу всяких нужных и не очень вещей и множество других приятных моментов. Но, к сожалению, подобный сценарий не всегда работает в реальной жизни. Семья Николь и Бруклин Ашгарх пребывали в предвкушении счастливых моментов и с нетерпением ждали появления на свет своего малыша. Беременность шла хорошо и ничего не предвещало беды. Однако очередное ультразвуковое исследование показало, что у Чарли, а именно так собирались назвать мальчика, страшный диагноз гидроцефалия. Как и почему никто ответить не мог. Николь сразу же забрали в больницу. Медики изначально давали утешительный прогноз и надежды на лучшее. Но в один момент они решили даже перестать измерять уровень жидкости в голове малыша, поскольку тот превышал все возможные допустимые нормы. На тот момент это уже перестало иметь какое-либо значение. Людям в белых халатах оставалось лишь одно – пригласить к себе в кабинет будущих родителей и озвучить им печальную новость. С вероятностью 99% ваш мальчик умрет сразу же после рождения, а если повезет и он выживет и попадет в этот 1%, то страшно представить, какая жизнь его ждет. Единственным вариантом было прервать беременность, но даже несмотря на все это супруги решили не делать этого и поклялись друг другу, что будут любить малыша, каким бы он ни был. Тогда они еще не знали, какой невероятный сюрприз их ожидает. Специалисты стали усиленно готовить родителей по уходу за необычным ребенком и объяснял, как нужно будет поддерживать жизнь их малыша. Бруклин и Ника пережили кошмарную лекцию о том, что в какой-то момент им, возможно, придется прекратить оказывать эту поддержку и позволить их сыну упокоиться с миром, и они с присущей смелостью прошли все эти этапы. Так время пролетело, и наконец-то наступил момент, когда малыш появится на свет. Буквально за 15 минут до того, как врачи начали кесарево сечение, родителям еще раз прочитали лекцию о том, что ребенок не сможет дышать самостоятельно и, возможно, придется разрешить врачам позволить ему отправиться в рай. После этого Николь увезли, а спустя несколько страшных минут ожидания Бруклин услышал нечто невероятное. Его мальчик кричал, он дышал самостоятельно и плакал. За всю жизнь отец не слышал более прекрасного звука. Когда врачи сделали кесарево сечение, только своему огромному удивлению увидели, что на свет появился совершенно здоровый мальчик, который сразу же заявил о себе громким криком. Как такое возможно после пережитого ужаса, врачи ответить так и не смогли и лишь удивлялись и разводили руками. Позже профессор заявил, что с медицинской точки зрения они не могут найти объяснение о том, что произошло. Каким-то образом мозг смог прорвать блокаду и выровнять баланс. Ранее ничего подобного медицина не видела. Позже Бруклин сказал такие слова: «Я знаю, что все родные друзья и коллеги молились за нас и просили поддержать нас в молитвах. Я думаю, сработал эффект домино. Теперь я точно верю, что молитвы могут помогать». Да и что еще мог сказать человек в подобной ситуации, как назвать это, если не чудом? Дорогие друзья, а что вы думаете по поводу этой истории и как такое возможно, обязательно пишите свое мнение в комментариях.